Добрый день. В данной лекции по моей технологии спасения и гармоничного развития я показываю технологию управления событием на уровне, когда объект не идентифицирован полностью и включает элемент будущего саморазвития. То есть вот на таком уровне вашего сознания. Данная технология подразумевает с точки зрения макроспасения, что когда вы рассматриваете какой-либо будущий уровень управления, это относится именно к управлению, в данном случае, будущими событиями, то этот уровень содержит первичный комплекс информации, связанный с конкретным событием, и дополнительно содержит как определенную настройку управления, уровень управления конкретным событием. Так вот, уровень управления событием, который находится в виде надстроечного элемента сознания, управляющий элемент сознания, этот уровень построен таким образом, что вы можете менять конструкцию прошлого. То есть, если вы, например, в реальном времени столкнулись с ситуацией, которая говорит о том, что созрела определенная проблема, то вы можете минимизировать в реальном времени конструкцию данной проблемы, то есть сделать так, чтобы проблема была уменьшена, по крайней мере, до максимально возможного уровня. Если это, например, катастрофа или проблема со здоровьем, то именно вот этот надстроечный уровень сознания, он играет роль управления тем элементом прошлого, который пересечен с текущим временем. Для конструкции сознания элемент прошлого, как объем информации, может быть либо удаленным от текущего времени, просто по времени, и логически это понятно, а может быть пересеченным. В данном случае это именно тот элемент прошлого, который пересечен с текущим временем. На духовном уровне это рассматривается как непрерывная величина. В данном случае духовное управление сводится к тому, что вы должны воспринять непрерывную величину, именно имеющую такие характеристики. Когда вы на духовном уровне находите эту величину, то дальше уже идет управление от души. И вот посредством макроспасения управление заключается в том, что вы всего лишь навсего в первом уровне сознания, логического сознания находите эту величину на духовном уровне, идентифицируете, и управление совершается. И совершается оно вашей душой. При этом, значит, вы должны понимать здесь, что управление, которое совершается душой, это управление безусловное, и часто оно не нуждается в дополнительном уровне, как бы коррекции со стороны сознания, потому что душа по спектру общесознательного плана ориентирована именно на то, чтобы максимально выровнять информацию при возможной проблеме. С точки зрения конкретной практики управления, включая систему саморегенерации, здесь сразу следует увидеть ту конструкцию, что когда вы делаете такое управление, то система саморегенерации, она заложена в предобразующее пространство, касающееся системы, значит, идентификации духом однотипной величины, касающейся текущего и прошлого времени. То есть здесь принцип саморегенерации, он находится в пространстве, предобразующем пространство событий. И когда вы это пространство просто рассматриваете уже на уровне души, вот здесь вот применим термин «зрение души». Вы через зрение души должны увидеть эту конструкцию, и тогда вы получаете систему саморегенерации в условиях управления возможным проблемным событием. То есть саморегенерация в условиях, например, гармоничного развития, а в данном случае это происходит в условиях управления возможным проблемным событием. И вот уровень проблематики, он выявляется как первоструктурная величина на уровне обобщенного восприятия. Предположим, вы сталкиваетесь с большим объемом информации, совершенно произвольной информации. Это может быть физическая информация, например, какие-то надписи, газеты, телевидение. В этом случае предобразующая информация, некое проблемное событие, находится на уровне вертикальной плоскостной структуры. То есть система идентификации, духовная система идентификации, что за данной плоскостной системой находится проблемное событие, заключается в том, что если вы сканируете обычную информацию, даже информацию сна, и в этот момент вы получаете на духовном уровне не сферическое событие, то есть дух идентифицирует информацию как не сферообразующую систему, а именно как в основном вертикально-плоскостную систему,
то, следовательно, с этим событием надо поработать еще до уровня идентификации. То есть, что из этого может произойти. Смысл управления заключается в том, чтобы сделать управление до того, как признаки сформировались возможного проблемного события. И в связи с этим именно идентификация геометрических систем, например, в данном случае в виде вертикальной плоскости, это и есть первый принцип управления, который позволяет событию либо не развернуться, либо не произойти совсем. Лучше, конечно, работать до уровня такого, чтобы событие не произошло вообще. В данном случае речь идет об управлении, значит, такого типа, что вы не прилагаете, например, управление на физическом плане. То есть вы не звоните, не сообщаете, что некая проблема в каком-то регионе происходит, а просто не даете этой проблеме произойти. Второй уровень управления, когда вы, например, хотите сочетать логический, то есть физический план управления, и при этом вы можете, например, позвонить и сообщить о возможной проблеме или там катастрофе, этот уровень управления также нуждается в предварительном уровне, значит, управляющего действия вашего сознания. В большей степени это управление касается в основном уровня пропаганды, уровня образования, и поэтому соответствующий тип действий, как бы алгоритм действия на физическом уровне, должен быть выверен в отношении, в том числе, передачи знаний по управляющему действию. То есть, в принципе, да, можно, конечно, сделать управление безусловное, и тогда никто не будет знать о событии, но можно сделать управление состыкованное с физическим уровнем, где на физическом плане вы оставляете какие-то протоколы, делаете какие-то формализованные, фиксируемые звонки, и это все попадает в протокол действий, например, по управляющему ясновидению, где часть констатирующая выделена как бы прямое ясновидение. И тогда вы можете знания потом передавать по совершенному акту спасения. Но когда вы делаете такое управление, во-первых, вы должны сразу уже точно, значит, так же, как и в первом случае, когда вы управляете без стыковки с физическим планом, не допустить события, значит, ну, скажем так, лучше всего вообще проблемное, как бы в плане его развертывания, а с другой стороны, какие-то признаки события могут сохраняться. Или если уже событие произошло, то речь идет о минимизации. Так вот, управление сознанием, где идет стыковка с физическим уровнем управления, заключается в том, что плоскость, о которой я сейчас сказал, на уровне духовной идентификации, эта плоскость должна быть постоянно дальше от уровня событий физического плана, и она должна от нее постоянно как бы удаляться. То есть система духовной идентификации такова, что вы строите управление на физическом плане, логического плана управления, то есть это вы просматриваете в мыслях и можете строить перед собой сферу, то есть делаете вот сейчас конкретно это действие. В момент сопровождения словесного моего вы строите сферу управления каким-то проблемным уровнем событий. Так вот, плоскость вертикального типа, которая обозначает возможное проблемное событие, эта плоскость постоянно удаляется. Значит, когда мы рассматриваем, например, оптический уровень восприятия на физическом плане, то есть такое мнение, что там, например, Вселенная, она постоянно расширяется, что некие конструкции физические, оптические, как бы воспринимаемые на физическом уровне материи, они все время как бы удаляются, и оптические средства регистрации это фиксируют. Сделайте анализ самостоятельно, скажем, дома, касающийся того, что если мы имеем удаляемую как бы на физическом уровне элементу, составляющую в виде материи, то почему устойчивость в каждой точке физической материи возрастает? То есть почему при таком восприятии мы имеем увеличение устойчивости? С точки зрения технологии, которую вот сейчас я даю, здесь так и получается, что вы имеете управление, значит, такого типа, что удаление этой, скажем так, вертикальной плоскости, это есть принцип устойчивости вашего управления. Удаление вы должны постоянно воспринимать на физическом уровне. И когда, например, плоскость, которая вертикальная при духовной идентификации, начинает наклоняться, то есть она становится под углом, предположим, 45 градусов к горизонтальной плоскости, то это форма, которая характеризует равноудаленность этой плоскости, и тогда вам не нужно совершать динамические действия в управлении при конструкции управления возможным проблемным событием. В данном случае возникает
система статичного управления, система статики сознания, которая характеризует динамичное действие. И вот с точки зрения управления любым событием прямо из своего сознания важно рассмотреть конструкцию, когда, значит, вы можете управлять либо путем развития духа, то есть ощущением движения, и на уровне души это есть движение духа, и при этом вы можете создать такую духовную конструкцию, закрепленную в ментальной сфере, то есть в мыслительной сфере, что там будет уже статика, и душа управляет статично, то есть в состоянии покоя. В этом случае вы имеете, ну, как бы логически существующий ход событий, и в логику обычного бытового события, предположим, вы пошли в магазин, сделали какое-то действие, в том числе и по акту спасения, но при этом основополагающая система управления по макрособытию, по системе доступа в любую событийную структуру, это управление происходит потому, что вы в логическую сферу вложили элемент управления через статику духовного образа. При этом, значит, когда вы делаете, как я объяснил, всего лишь навсего, казалось бы, изменение геометрического положения, предположим, вертикальной плоскости, то есть наклоняете эту плоскость как бы от себя, от своего физического тела под углом 45 градусов к горизонтальной плоскости, то вы это делаете не механически, а вы делаете так, что сначала на духовном уровне вы вводите, ну, своеобразную установку, что эта плоскость все время удаляется от объекта управления по уровню созидательного управления. И второе, когда уже этот объект принимает форму не вертикальную, эта плоскость, это управление реализуется как статичное управление. То есть действие делится не на формализованное, как бы механическое управление, когда вы мысленным усилием можете эту плоскость перегнуть. Мысленным усилием данную плоскость перегибать не нужно, ее нужно удалять на уровне духовного управления, причем с очень высокой скоростью. Как только плоскость, опять я к ней возвращаюсь, принимает невертикальное положение, получается статичное управление от созерцания этой плоскости, что она не находится в вертикальном положении. И вот это статичное управление, это на уровне спокойствия души созерцается. То есть вот здесь важно выработать характеристики спокойствия души. При спокойном состоянии души вы делаете управление логически точное, то есть чувственный уровень и уровень, который, например, подразумевает ну, некую вариантность, что ли, действия, именно вариабельность действия, этот уровень, он в данном случае будет все время точным при любом логическом действии. В качестве, значит, самостоятельной работы, прямо сейчас вот передо мной, сделайте управление, там на радиусе, предположим, значит, ну, там, 2 метров от меня, если брать, предположим, центр сферы, где-то в районе моего физического тела, вы должны в этой сфере, значит, сделать управление в большей части передо мной. Но при этом как бы сфера устойчивости, она находится, ну, именно где-то в радиусе 2 метров. То есть, ну, как бы я нахожусь внутри этой сферы. То есть сделать это управление, вот когда будете проходить внутрь этой сферы, причем в эту сферу, ну, примерно попадают, значит, участники, скажем, сегодняшней встречи, которые находятся возле меня. Я могу, предположим, передвинуть радиус, как бы центр дальше от себя, тогда будут попадать те люди, которые находятся в рамках вашего управления. Посмотрите следующую задачу. Люди, которые попадают в эту пространственную сферу, как они реагируют, даже если они не управляют, например, да, как бы так, как вы, имеется в виду, они могут по-своему управлять. И, во-вторых, значит, когда делается управление, то это управление, как оно совершается по проходу через, ну, как бы, именно границу этой сферы. То есть, как вы проходите границу сферы сознанием от себя. То есть, мы сейчас работаем очень просто на физическом уровне. Вы мысленно представляете, что вы входите в мысль, значит, управления сознанием, потом проходите эту сферу. Вот когда первый элемент, посмотреть, как взаимодействуют люди, которые как бы в рамках вот этой динамичной сферы находятся, с вашим управлением, и как вы проходите границу этой сферы. Когда вы проходите границу этой сферы, то посмотрите внимательно, что вы попадаете в точку, своеобразное пространство входа любого элемента сознания, в том числе любого элемента мира, воспроизведенного в сознании. То есть это вот граница, когда вы проходите границу сферы, эта система имеет такие характеристики. Когда вы, например, ну, смотрите, если вот можно, например,
сделать запись цифровую и рассмотреть цифровую запись в виде оптической величины на этом интервале, то по классификатору эта запись будет попадать именно в элементы только лишь вашего личного сознания. Вот, то есть координата этой системы очень конкретно, это элементы вашего личного сознания, что вы считаете своим личным сознанием. Значит, в связи с этим, как бы тренинг, который сейчас проводится, он касается того, что вы выделяете элементы личного сознания или, скажем, индивидуального сознания, что вы относите с элементом собственной личности. И вот когда вы, значит, подошли уже к управлению, ну, как бы к себе, вошли в элемент, например, головного мозга, то вы можете идентифицировать элемент сознания с собственным мозгом или состоянием мозга. То есть вы можете считать, что он, предположим, мыслит, происходят какие-то биохимические процессы. И вот принцип индивидуализации можно рассмотреть как элементы взаимодействия как бы соседних участков мозга с соседними участками, опять же, этого мозга, но соседними в плане управляющего, как бы соседствования. Ну, есть, например, клетка на физическом уровне, а есть возле этой клетки, рядом, внутри физического тела, есть клетки управляющие. И вот когда вы войдете в эту клеточную систему, то вы увидите, что управление происходит в реальном времени уже потому, что вы эти клетки нашли. В условиях, причем головного мозга. Когда вы посмотрите из этих элементов на себя, то вы получите собственную конструкцию собственного физического тела, и при этом вы увидите, ну, уровень как бы развития тела по связям с процессом общего управления в элементах вашего сознания. То, что я сейчас говорю, имеет, как я специально ввожу, усложненный уровень на скорости, вот, скажем так, разговора. По возможности прослушайте этот элемент лекционный, вот именно в плюс-минус 5 минут несколько раз, и постарайтесь из мозга сознания выйти вне физического тела, посмотреть, как тело взаимодействует, и когда вы находитесь внутри, значит, именно мозга, постарайтесь увидеть, то есть применить просто созерцательное, так скажем, ясновидение, то есть увидеть, там, предположим, там, кинотеатр можно увидеть в районе Арбата сейчас, посмотрите, просто смотрите, значит, посмотрите там на континент какой-нибудь, вот просто вот сосредоточьтесь, там, предположим, Северная Америка или Южная Америка, или Евразия. И обратите внимание, что когда я говорю «посмотрите», когда вы как бы сосредотачиваетесь на задании, то у вас то, что вы воспринимаете, как бы не отличается от того, что вы вроде бы должны помнить. Но когда вы опускаетесь ниже, вы видите, там, что есть листва, ходят люди, то есть это реальное ясновидение текущего времени. Когда я говорю о том, что, ну, понятие ясновидения в данном случае следует разобрать на уровне технологии. Я начал с того, что показал элементы души по управляющему уровню статики. И вот когда вы статичную картину по макроуправлению развернете, вы посмотрите, что ясновидение – это просто-навсего элемент такого уровня познания, когда вы имеете сверхбыстрый доступ к элементам как бы следующей реальности или внешней реальности. Внешней по отношению к телу, например. Да? И когда вы обратно вернетесь к элементам упражнению, ну, к тому, который я давал, посмотреть на свое физическое тело, выйдя из физического уровня вашего тела, который относится к мозгу, то вы посмотрите, что управление можно осуществлять не только из мозга, можно, например, из пальца, из одной клетки и так далее. То есть сознание не сосредоточено на уровне только лишь, там, например, мозговой деятельности. И при этом, если вы имеете такой принцип, ну, как бы аппроксимации или аксиматизации реальности, то этот уровень позволяет вам делать устойчивое управление по доступу в любое событие. То есть идеологический принцип прямого доступа в любое событие организовывает систему устойчивости в вашем развитии. И более того, дает технологию, в частном случае я показал технологию, которая относится к элементу, ну, как бы ясновидения, на самом деле это элемент развития вашего сознания по сверхскоростному доступу. Когда вы, например, этот элемент разовьете и поставите целью именно доступ в любое событие со сверхвысокой скоростью, вы сможете познавать реальность в текущем времени и, более того, менять или минимизировать уже свершившиеся проблемные структуры. Если они, например,
существует только в информации, которую вы рассмотрели, то могут заметить только некоторые люди или вообще никто не заметит, но вы можете реально сменить структуру и не допустить, предположим, там макрокатастрофы или даже мелкой катастрофы. Если, предположим, действие уже где-то зафиксировано там каким-то уровнем социума, то тогда принцип управления сводится к тому, что вы должны реструктуризировать существующую структуру, при этом изменив координату течения времени. То есть вы должны время, лучше всего остановить до точки совершения события и принцип минимизации ввести принципом минимальных вертикальных линий импульса сознания. Технологически это выглядит таким образом, что с учетом той части лекции, которую я уже сегодня дал, что когда мы говорили о плоскостной системе, которая находится перед вами и которая как своеобразная стенка является возможной проблемой, то уровень вертикальных импульсов в виде отрезков или лучей, то это уровень как раз таки управления напротив в созидательном плане. И когда я говорю, что вертикальные системы для сознания существует принцип обобщения критериальных структур. Я говорю вертикальная плоскость и говорю опять же, что вертикальные импульсы, они позитивные. То есть если мы разобьем плоскость на несколько вертикальных отрезков, то мы получим, что на самом деле при таком действии сознания мы имеем позитивную структуру сразу в импульсе управления. В качестве самостоятельной работы разбейте эту плоскость вертикального типа системой вертикальных отрезков, которые дискретны, и получите позитивное управление, казалось бы, от негативной информации. То есть получается, что вы имеете управление позитивного качества от информации, которая заведомо вами обозначена как, возможно, негативная информация. Дело в том, что в сознании происходят элементы объективно существующие, объективно в кавычках, которые имеют множество стыковочных узлов и имеют устойчивость в области вашего управления. А есть управление, которое строится безусловно, потому что есть цель управления. И когда вы ставите цель, то есть безусловное управление, сопровождаемое целью управления, как задачу преодоления структуры некой объективизации, которая может, например, мешать, то этот принцип преобразования, принцип вертикальных струй, условно можно его так назвать, он позволяет управление совершать, не тратя, например, времени на то, чтобы на уровне, духовной идентификации создавать скорость управления для того, чтобы плоскость была не вертикальной. В качестве самостоятельной работы сделайте плоскость не вертикальной только одним импульсом вертикальным в виде, например, отрезка управления в сторону созидательного плана. Это можно, в общем-то, сделать прямо сейчас, но лучше это сделать уже после лекции и при этом по возможности не потратить время на управление. То есть в сознании существует такой принцип, что вы, когда смотрите на управление, вы считаете, что на это управление вы тратите время, некое время, совершаете какие-то действия, например, время сознания. Да? А сделайте здесь управление импульсом вертикального управления, не тратя время на управление. То есть делайте это или между прочим, или заодно, но при этом отдаляйте элемент управления во временную фазу такого типа, что это не относится к сопоставительным затратам времени. Например, если вы едете очень долго на машине несколько часов, то 1 секунда это считается временем несопоставимым, да, например. Такой термин в сознании, он приемлем, время, которое несопоставимо мало, да, предположим, для вашего сознания. Если вы смотрите, что несколько часов вам ехать, то несколько секунд для вас время, которое находится в какой-то нише вашего сознания. Геометрически найдите эту нишу. То есть делается духовное сканирование, вы на духовном уровне воспринимаете ту логическую фазу, где логика, то есть сознание логического типа пересекается сознанием духовного плана, и эта ниша имеет жестко закрепленные формы, именно геометрические формы. Составьте своеобразный атлас нахождения с каждой для себя. Нахождение таких ниш возле вашего физического тела индивидуально по цели управления. Берите любую цель, включающую в том числе, например, цели макроспасения. Почему я говорю например? Потому что цель макроспасения все равно входит в данную технологию как безусловная компонента управления.
Но можно и логически включить, и просто-навсего вы увидите, что вы находитесь в устойчивой зоне. Тоже своеобразный тренинг. Посмотреть, почему одна технология включает, например, уровень макроспасения, а может быть другая, чтобы она это включала, нужно в нее что-то добавить. Да? Например, в цели духовного содержания в управлении. Это вот нужно по возможности сделать, когда вы имеете дело с практикой или с технологией, которая, предположим, первично вами воспринимается. Ну, предположим, вне лекционного курса вы находите методику, вот эти методики обязательно самостоятельно, например, то в эти методики обязательно стройте так, чтобы духовная составляющая включала цель управления по системе именно макроспасения, устойчивого бесконечного развития. И когда вы делаете вот такого типа управления, как просто-навсего формализируете, то есть назначаете участок или находите участок, в том числе назначая, который говорит о том, что это время очень мало, несопоставимо мало, вы дальше переходите, ну как бы автоматически, на самом деле, уже на управление от души в фазу вневременную. В управлении от души в основном управление осуществляется в импульсе как бы первичного действия, то есть первого факта управления, особенно по макроспасению, в фазе вневременной. Значит, задача данного тренинга не просто там найти участок сознания, который характеризует несопоставимо маленькую временную фазу или как бы вневременную фазу по отношению к цели управления, а перейти к управлению такому через логическое как бы построение, где вообще управление совершается вне времени и совершается душой. Вот это цель данного тренинга. Когда вы туда проходите, в это управление, задача заключается только лишь в том, чтобы оформить через системы собственного сознания систему контроля за, например, собственным управлением по основной цели. Именно по основной, потому что, ну, предположим, если вы плывете на корабле, где много льдин, там, то задача каким-то образом или значит, обойти основной айсберг или специально плыть там, где льдин меньше. Да? То есть выбирать события следует, естественно, тоже из основной цели в данном случае. Именно в данном случае, когда мы речь ведем об управлении из души, там, где нет времени управления. И вот когда вы начинаете управлять из структуры, где нет времени управления, сразу возникает вопрос, что логически вы, значит, привыкли, например, делать последовательность действий, которые сопряжена со временем, а здесь ситуация на духовном восприятии совсем другая. То есть управление надо совершать там, где времени нет. И в чем преимущество данного управления? Как бы с точки зрения реформирования возможных там макрокатастроф, включая, предположим, какие-либо катастрофические явления, предположим, социального плана, ну, предположим, там в далеком будущем, да? От, например, структур большого количества событийных взаимосвязей, что когда вы работаете вне времени управления, то фактора привязки к ограничению доступа ко времени у вас нет. Сознание устроено так, что фактором привязки событий является пространственная и временная координата, которая соотносит события с пространством и со временем. Если вы управляете вне времени, вы сразу находитесь как бы в центре управления данным событием. И как только вы входите в структуру души, то задача по контролю за управлением заключается только в том, что вы всего лишь навсего отслеживаете гармоничные, бесконечные взаимосвязи. Именно вот созидательного типа взаимосвязи, которые находятся в бесконечном уровне развития от вашего сознания и развивает в том числе ваше сознание, естественно, бесконечным также образом, то это и есть система контроля. То есть на духовном уровне вам достаточно только найти эти нити сознания, развивающиеся, войти в них, и вы получаете управление своим событием таким образом, что вы вносите цель события в эту нить сознания, которая развивается в бесконечности и гармоничным образом. Когда вы данное управление проделаете, ну там, скажем, многократно по отношению к каким-то минимальным задачам там, или макрозадачам, вы посмотрите, что в принципе на таком уровне управления осуществляется примерно одинаково или иногда вообще одинаково, где классификация события не имеет изначального значения. И когда вы, значит, развиваете сознание дальше, вы входите в непосредственную связь с Создателем, то есть вы видите Создателя, видите его работу и видите принцип собственного самоустройства
в рамках развития от создателя и по задачам своей личности. Здесь задача личности, она идентифицируется с задачей создателя. То есть максимальная идентификация личного саморазвития там, где вы точно знаете и точно выполняете задачи создателя по, например, вечному гармоничному развитию. Когда вы идентифицируете свой личный стак, вы можете строить свое духовное содержание из этой точки познания, из этой точки сознания. Когда вы находитесь в этой точке именно познания, то вы можете строить и структуру собственной души, то есть видеть, как она развивается, и видеть ее положение, статичное положение в системе общих связей, то есть в мироустройстве. И когда вы видите это, вы получаете знание. Знание действия, знание того, что делать. То есть видеть состояние души в рамках мироустройства от сознания, это формулировка вторая, но она другая. Также означает, значит, что вы получаете гармоничное управление, и вы получаете знание следующего шага действия. Вот чтобы знать, что сделать через секунду, можно, в принципе, отвлечься от логики и выйти в эту точку миропонимания. И тогда вы знаете, что делать через секунду без логической фазы познания, то есть там, где нет времени. В качестве домашнего задания, значит, вы должны будете сделать управление такого типа, что вы делаете управление, как я объяснил, вне логической фазы, там, где нет логики, нет времени, нет сочетания событий. Примерно как делать я сейчас показал, но это один из вариантов, да, развития управления через элемент отсутствия времени. Когда вы попадаете в логику событий, то вы можете попадать в участки, которые, ну, как бы, условно не время содержащие. То есть, если я, например, беру какой-то участок стола, то через секунду он и остается столом. То есть, вот относительное течение времени здесь, собственно говоря, не принципиально. В событии можно найти участки, где относительное течение времени не принципиально. И вот если рассмотреть развитие общества, как бы с точки зрения мировой истории, там, взять, предположим, информацию замков, каких-то там сооружений, которые относятся к культурным, национальным ценностям, то когда вы распаковываете эту информацию и входите внутрь данной информации, то социум, то есть основная социальная мысль, как, например, памятника какого-то архитектуры, она заключается в том, что памятник содержит максимальное количество именно вневременных систем развития. То есть понятно, что он и простоял так долго, потому что логически понятно, что население, значит, его как-то охраняло, да, например. Но с точки зрения организующей субстанции, когда каждый объект информации существует в макроуправлении, сам памятник существует, потому что он такую позицию избрал. То есть уменьшение временного компонента, но все равно создает управление, в том числе влияет на социум. Предположим, в момент войны не происходит разрушение, да, памятника. Если смотреть, что существует управление от объекта, ну, скажем так, такого как памятник, как бы в системе общих связей, он тоже оказывает влияние на развивающуюся реальность, то вот в той системе нити гармоничного развития сознания, о котором я сказал как элемент контрольного созидательного управления, то в этом уровне памятник также самовоссоздается. То есть каждый элемент его развития – это самовоссоздание. Социум имеет, то есть люди имеют такие констраторы, как бы вот мыслительной или исторической деятельности в том, что они, например, по каким-то соображениям, а вообще говоря, считая, что это культурная или историческая ценность, не уничтожают данный памятник. Поэтому логично перенести управление таким образом, что создайте вот сейчас такие геометрические места в сфере передо мной, лучше прям на физической плоскости, где управление происходит именно так, за счет участков, где время как бы замедлено. Прям постройте управление, просто управление созидательного типа, и все. А я понаблюдаю, прямо передо мной. Дело в том, что при личной идентификации, скажем, самоидентификации или выявлении индивидуального фактора управления, психологически вы прежде всего отсматриваете свое собственное управление. Вот я сказал строить сферу, а постарайтесь управлять одновременно со всеми в точке
управления. Когда вы, значит, в этой точке, о которой я сказал, как бы, ну, вневременной точке, скажем, или точке, имеющей минимальное содержание временного контекста в развитии, когда вы делаете такое управление, вы видите, что сама цель управления, она как бы в вашем импульсе, идущем от вас, она начинает на физическом уровне, ну, как бы расплываться. То есть, этот тренинг посмотрите внимательно. Когда вы делаете управление со всеми, через такие точки сам уровень управления, он выходит из зоны управления. То есть, если происходят какие-то социальные катаклизмы, то такие системы, они менее подвержены, например, там, физическому, в том числе, уничтожению. Потому что эти элементы из управляющей области, они как бы выплывают. То есть, психология управления заключается в том, что они, во-первых, менее заметны становятся, да, как психологически понятно, и, во-вторых, значит, элемент развивающегося времени, который характеризует признаки там, газет, предположим, появляется электричество, а произведения архитектуры там, древности, они все стоят. Они сопоставительно отличаются в логически-событийном варианте. То есть время начинает распаковываться как соотносимая событийная величина, психология восприятия. И вот когда вы делаете управление, например, с точки зрения именно психологии, скажем, временного, что ли, фактора восприятия, или психологии развития времени с точки зрения вашей души, то характеристикой, значит, времени является разносочетаемость событий. И вот когда вы накапливаете, например, информацию о неком неразрушимом объекте, там, тот же памятник или культурные ценности исторические, то как бы социально-психологический смысл заключается в том, что вы имеете накопление устойчивого фактора, значит, ну, связанного, например, с тем же элементом культурной ценности. И в соответствии с этим, если говорить о том, что где-то, значит, как бы количество событий определяет, ну, некую новизну, которая относится к фактору быстроты течения времени, то уменьшение количества событий в элементе управления, например, в том же уровне культурной ценности или там, письменности и тому подобному там, выражению социальных сред, эти элементы, они начинают развиваться как бы самостоятельной жизнью, устойчиво, а следовательно ближе к вечному развитию. И вот я в этой лекции сказал, что, значит, состояние души, состояние покоя и управления, это есть в том числе и элемент вечного управления. В качестве самостоятельной работы, проследив логическую цепь сегодняшней лекции по фактору, в том числе как бы событийной распаковки элемента вечности, посмотрите, как каждое событие с точки зрения психологии и восприятия содержит элемент вечности в элементах быстроты развития временного фактора, именно в такой постановке. То есть это выглядит следующим образом. Когда вы духовно воспринимаете, что время развивается очень быстро, то есть вы можете туда заложить множество технологий, включая бесконечное количество технологий, то элемент вечности проявляется в факторе событий. Это может быть тот же там стол, человек, например, да, дерево или какое-то событие, вообще говоря, многокомпонентное, ситуационно многокомпонентное, многозвеневое. Когда вы вводите туда элемент события в эту систему познания, то вы от познания получаете собственное вечное развитие, при этом ваше познание распространяется на то, что вы делаете вечными других. То есть уровень сознательного управления распространяется в эти системы. Например, если излечить одного, например, больного от какой-то сложной степени там, заболевания, которое считается неизлечимым, либо рак, либо СПИД последней стадии, тогда вы видите, что распространение данного факта просто потому, что вы знаете, вызывает мгновенное улучшение, резервирование как бы, положительных характеристик здоровья у всех остальных, кто в принципе есть, кто существует, да, и кто будет существовать. Второй вектор. Если вы, например, еще об этом говорите и где-то это фиксируете, то вы получаете как бы экспоненциально, то есть несопоставимо более высокое усиление структуры для всего мира. Ну, проще говоря, один факт, характеризующий какой-то элемент реальности, имеет бесконечное развитие для всего будущего, прошлого там, и текущего, да, например.
И когда вы такую элементную базу рассматриваете, то вы видите, что вот когда я говорил в текущем времени, то есть если вы имеете развитие в текущем времени, то есть у вас есть какие-то события, есть какие-то задачи, если вы вот текущее время делаете духовно именно таким, как бы исходите из центральной, средней точки, я специально говорю усложненно, простую вещь сейчас. Значит, если вы выходите из этой центральной точки, значит, ставя задачи управления именно так, то вы получаете управление, потому что вы так делаете, потому что вы знаете, что это есть, и вы, получается, вы в принципе так можете делать. То есть я привел к тому, что идеологическая установка, заданная в нужное время и в нужное месте, как бы, да, пространство даже, просто обычная бытовая даже цель, сформулированная и так, по системе макросвязей, по системе промежуточных связей, связанных с макроспасением, делает ваше управление устойчивым, потому что вы думаете, что это, например, ради спасения. Вот за этим механизмом посмотрите более внимательно. Вот я все время рукой показываю именно в этом месте, где это происходит передо мной, в данном случае. То есть найдите места, где это происходит. Я не всегда рукой показываю там, где делаю управление, специально. В данном случае здесь. Значит, поэтому по возможности найдите геометрические места перед собой, где, сосредоточив просто обычную бытовую цель, любую, просто бытовую, там какой-то, предположим, ремонт, какие-то покупки, и при этом сделав это таким образом, чтобы вы понимали идеологию здесь, в этом месте. То есть можно понимать, например, в голове, да, в пальце, а вы понимаете здесь. Когда вы понимаете в этом месте, то вы получаете управление, которое очень существенно ускоряет реальные события физического, например, плана, может ускорять, а при этом вы получаете то, что вы делаете, системно устойчивым. Любую бытовую систему, которую вы при этом реализуете, она становится системой устойчивой. Такое управление, оно в принципе напряженное, потому что вы держите сознанием участок, ну как бы тоже сознание, но физической реальности перед собой, то есть как бы постоянно связаны с своим физическим телом, там, с местом управления, но тем не менее, когда вы так управляете, вы получаете достаточно целевое управление просто на идеологии. Поэтому, когда мы говорим об идеологическом факторе управления, предложенном по системе макроспасения, то вот эти вертикальные линии, отрезки или там линии управления, о которых я сказал, они существуют таким образом, что вы можете их сделать очень много вокруг себя, но как бы большое количество рассеивает как бы концентрацию управления по, например, скажем, по динамической цели. То есть вам нужно сделать не просто управление там, в нужное время, а там, предположим, в нужном месте и иметь конкретные события, вам еще нужно уметь соблюдать динамическую цель управления. То есть вы должны рассматривать, что управление такое, что на духовном уровне вы имеете всегда развитие духовной составляющей. То есть динамика подразумевает ваше собственное саморазвитие. Можно войти, конечно, в системность управления, всегда иметь очень прекрасные результаты, но, предположим, вот уровень динамичности собственной, опять же, идеологической цели саморазвития, это уровень, который лучше всего закладывать, хотя он может быть и напряжен. Вот он находится дальше от физического тела зачастую, и он вызывает своеобразное напряжение или давление, предположим, там, на щитовидную железу или на... При активном мышлении вы видите, что идет своеобразное давление на мысли, то есть мысли как бы идут в жесткой среде. Значит, вот эта система динамического саморазвития, то есть развитие в динамике развития всего мира, как центральная созидательная цель там, и как цель управления в плане там, саморазвития, эта система должна быть в качестве домашней практики, вот по сегодняшней лекции, переведена в систему спокойствия души. То есть в сегодняшней лекции вы должны будете динамическую цель саморазвития, то есть рассмотрев лекцию, ну как бы наоборот, значит сложив итерации таким образом, что вы можете как бы законспектировать какие-то слои, уровни лекции, там, прийти к задаче, что вы должны уровень контролируемого, я назвал динамического саморазвития, получить из спокойствия и в статике, в спокойствии души, вы должны как бы логическим образом, опираясь на какие-то конкретные конструкции лекции, перевести в спокойствие души. Перевести, то есть не
как бы назначить даже, вот, а прям итерационно перевести. Достаточно, на самом деле, сложная задача. Я здесь ее специально не упрощаю, то есть задача понять смысл лекции, которая течет не только как бы в непрерывном времени вперед, а рассмотреть еще смысл лекции назад. Значит, ну это формально, если вы берете некий фонарик там, и светите в одну сторону, то это фонарик, который светит как раз противоположно. И он также открывает, в принципе, ту же траекторию, да, получается, но только как бы с другой стороны. Так как я показываю управление, в том числе с точки зрения оптической визуализации, то есть эффекты, о которых я говорю, о которых вот я сообщаю, там, связанные с развитием духовной составляющей, они могут быть рассмотрены на оптическом уровне, на оптико-механическом виде формы управления. И если я могу посветить фонариком куда-то в одно место, естественно, по этому же уровню, с точки зрения физической оптики, если нет преград, я попадаю обратно. Значит, поэтому, как в цели управления, по возможности ставьте задачу обратного, то есть сквозного, то есть вторичного управления по одной и той же цели. То есть для того, чтобы получить новые знания, не обязательно как бы в этой точке брать и получать что-то новое, да, например, путем какого-то целевого объемного познания. Достаточно просто просветить этот же объект как бы наоборот. А с точки зрения логики вы же можете светить с бесконечного количества точек, одной и той же точки управления. При этом не меняя как бы конструкцию, а просто развешивая цепь управления вправо, влево там, или вообще с любой стороны. Получается, если вы имеете набор управляющих систем, пусть даже ограниченный набор, предложим вот взять элементы сегодняшней лекции, то разместив их и задав светохарактеристики, да, в оптическом восприятии, вы можете получать проекционную часть в управлении, например, перед собой, и очень просто видеть, как вообще происходит управление от того или иного участка лекционного материала. Значит, поэтому, когда вы делать начинаете это уже на логической фазе, то ваше управление все больше начинает адаптироваться к элементу постоянного управления, даже если вы там как бы сознание не применяете для управления чего-то, сознание управляет само по себе. То есть возникает такой уровень свечения сознания, то есть каждого элемента сознания, например, перед вами, ну, предположим, там святые, они светились от элементов развития сознания, то есть, ну, в том числе в оптическом диапазоне. Все-таки я говорю, что надо управлять по возможности не отличаясь, то есть не вызывать, там, например, свечение на физическом уровне у себя, но, значит, здесь, вот посмотрите, когда вы делаете управление такого плана, например, путем перебора вариантов, и вы запоминаете, как происходит свечение, то если будет комната, ну, скажем так, затемнена, то, в принципе, видно, может быть, и свечение, которое исходит от вас, только потому, что вы запоминаете, что управление происходит. То есть, когда вы находитесь в управляющей фазе, вот в чем разница, да, например, управляющего мышления и, например, просто мышления, что механизм, который приводит к управлению, он может быть объективизирован, в том числе на оптическом уровне восприятия, и перестановка оптических компонентов приводит к тому же управлению. Как я сейчас сказал, механизм, который вот сейчас отражен в данной лекции, он позволяет, в принципе, действовать очень просто путем уже назначающего управления. То сейчас я, ну, если перевести на язык там, формализованного, ближе даже, может быть, математического уровня, значит, управления, то есть решение задачи через математику, там, например, сначала, что может быть объяснение, а потом просто формально использовать блоки в управлении, или как в языках программирования. Вы можете здесь то же самое обозначить в управляющей задаче, зная эту конструкцию, которую я сказал, просто прослушав и разобрав лучше ее по существу до применения в практике, значит, именно лучше сразу макроспасение, потом уже получение частных событий. Вы можете, значит, сфокусировать логический план управления вокруг центра управления перед собой, но на базе сегодняшней лекции. Например, вам нужно сделать управление там, в личных событиях, или кого-то вылечить, или достичь какого-то события. Вы можете ставить это событие, просто, вообще говоря, нарисовать на листке бумаги и обозначить, предложим, символом А. Вокруг обозначить другие события, которые с вашей точки зрения нужны для того, чтобы этого достичь. Да? То есть предпринять управляющие какие-то действия, символ Б там в кружочке, потом учесть какие-то периферические связи, символ С и так далее. Обозначив несколько символов, вы
задаете им структуру свечения. Уже за счет того, что вы просто-навсего можете мысленно насытить каждый из кружочков. И дальше вы уже отслеживаете, дальше уже работа слежения. То есть я здесь не говорю, что надо пользоваться какими-то специальными средствами, типа там маятника, чтобы обнаруживать эти линии, которые идут от каждого сегмента к каждому. Надо всегда по возможности пользоваться системой духовной, то есть идентификационной диагностики. Имеется в виду идентификационной по цели управления. То есть все время идентифицировать, соответствует ли эта информация цели управления. Вы, значит, строите объект управления таким образом, что как бы периодически засвечиваете то одну сферку, то другую. И причем потом уже, когда у вас получается пространственное изображение, лучше вообще сразу работать без листка бумаги, а в пространстве управления. Вы максимально двигаете эти фигуры до тех пор, пока идет засветка этого элемента сознания по цели управления. И как только вы засветили оптимальным образом там, за какое-то ограниченное время, можете эту конструкцию как бы или оставить, или можете ее использовать для других целей. Там, предположим, существующие участки там, реконструировать и получить фоновое сознание. И когда вы, значит, уже получаете фоновый уровень сознания, где управляющих систем ну, как бы явно не расположено в виде там, конструкции, которую, предположим, может зафиксировать там, цифровая камера, или же эти конструкции могут быть ну, разобраны при внешнем просмотре, вы должны будете в элементах уже фонового сознания, где вы конструкции не строите, найти каждый управляющий участок, включая собственные события. Это в качестве самостоятельной работы. Когда вы найдете каждый управляющий участок, вы увидите, как ваши соседние элементы сознания связаны. То есть, вообще говоря, фактологически или как на уровне, ну, чтобы пощупать, так скажем, из чего состоит сознание с точки зрения фактологии соседних связей. Значит, вы, сделая это управление, как бы, и получив фоновый уровень, который перед вами в физическом, предложенном пространстве, можно брать пространство мышления или духовное пространство, пространство души, управления, значит, вы можете получить тканевую, воспринимаемую структуру сознания. И тогда вы можете увидеть, как ваше восприятие растет от души, и синхронизировать восприятие с развитием души по цели управления. Так что, значит, вот целью сегодняшней лекции, вот уже в конце данной лекции, и эта цель, она видна с самого начала, как я объяснил, да, те фонарики, которые светят друг на встречу друга, и вы посмотрите, где в начале эта цель. Значит, синхронизация восприятия с развитием, гармоничным развитием души, при этом так, чтобы восприятие, значит, и управление было, ну, скажем, многократно усилено управляющим импульсом души. То есть одновременный прямой уровень управления и восприятия, и души, там, где восприятие, ну, как бы уже не отличается от души, и при этом имеет логический фактор управления. Значит, вот на сегодня я данную лекцию заканчиваю. По возможности попрактикуйте с данной лекцией многократно, переходя, например, бытовой, социальный, макрофактор управления и, значит, вот транскрипция, которая была сказана, там, управление любым событием, по саморегенерации, по системе макроспасения, эти факторы по возможности где-то вот, ну, как бы доразберите, потому что я в этой лекции их ну, перемешивал и перемещал с одного места в другое. Но, как я объяснил, значит, светооптический принцип, он позволит вам на уровне, ну, как бы прямого восприятия, духовного или логического, ясновидческого, так скажем, он позволит быстро разобрать ситуацию путем перемещения как бы управляющих блоков и найти соответствующие связи. То есть вы можете найти понимание путем того, что вы можете мысленно эти связи перемещать. При этом вы будете иметь не понимание условное, а прямое, то есть фактологическое, связанное с прямым, с реальным управлением. Поэтому лучше это делать всегда по отношению к реальным объектам управления, а не умозрительно. По возможности всегда работаете на конкретную ситуацию, а не занимайтесь просто анализом, потому что анализ – это другое управление. Значит, можно заниматься, конечно, анализом и применять эту систему для анализа, но тогда вы получите именно аналитическую систему, которая имеет многовариантную систему ответов. И для восприятия требуется опять анализ, да? Может быть, уже, правда, меньше, но это следующая итерация, лишний ход. Значит, по возможности сразу применяйте к своим практическим делам. Ну, они могут быть там любые созидательные дела, связанные как бы с вашей практикой или макроуровнем, или с информативной
системы реальности. Я думаю, сейчас будет минут 10-15 перерыв, потом я буду отвечать уже на вопросы. Я начинаю в контексте сегодняшней лекции отвечать на вопросы. В данном случае лекция будет в более прикладном характере, и в основном процентов на 90 или больше это приложение материала сегодняшней лекции будет. Кроме того, что, конечно, будет использоваться определенные материалы других лекционных или образовательных планов. Значит, вопрос такой: скажите, как можно предварительно определить, значит, количество сеансов, необходимых для лечения, так как иногда лечение идет как бы между делом, поговорили и все проходит вплоть до раковых опухолей. Иногда приходится работать долго. Значит, здесь ситуация следующая, что при применении управления к цели именно лечения и вариантов, как скажем, скоростного, что ли, плана лечения, прежде всего нужно определить целевой статус, то есть в управляющей сфере выделить, ну, как бы внутреннюю подсферу, определяющую целевой статус управления. То есть есть управление, например, по макроспасению, есть управление, касающееся того, что вы, значит, делаете какую-то ситуацию, ну, более, скажем, рациональной, более логичной, да, второй уровень управления, ну, все время ее как бы дорабатываете. Цель макроспасения – это, ну, скажем, фиксированная сфера, которая находится перед вами на участке, значит, ну, скажем, бесконечно удаленном участке вашего сознания и, в принципе, статично. То, что вы работаете по совершенствованию текущих связей, они те или иные, либо спонтанные, либо пролонгированные, это второй уровень. И когда вы работаете, ну, как бы между прочим, то есть вот общаетесь и проходят в том числе раковые опухоли, то здесь может быть срабатывание, просто идет, как правило, целевой функции, вот, ну, спасения, например, всех. В любом случае срабатывает принцип передачи ваших знаний, а следовательно и принцип, значит, да, восстановления этих людей. И если это происходит очень быстро, значит, просто отрабатывают, как правило, цели либо стратегические, либо тактические. И вы можете просто пронаблюдать, как это происходит с точки зрения, ну, системы, что ли, диагностики ситуации. Другой вопрос, когда вы занимаетесь задачей целевой в качестве, например, спасения, там, излечения, и эта задача, она такова, что вы, например, ну, получаете какую-то уже фактологическую информацию предварительную о некой проблеме, например, о неком диагнозе, и тогда вы начинаете, значит, проводить лечение. Ну, во-первых, в этом случае, если в первом случае, может быть, даже и не нужно каких-либо специальных сеансов, да, это может быть мгновенное излечение. В случае, когда есть, значит, проблема, ну, которая, может быть, там, например, не укладывается там в цели макроспасения, именно как, значит, вот, мгновенные действия по излечению. То есть, как правило, излечиваются быстро те, кто, ну, как бы попадает в эту цель. Второй вариант, значит, вы можете, в принципе, даже ориентировать человека, чтобы он попал, то есть добавить его образование путем дистантного управления. Другой вопрос, что все равно целью является в любом случае излечение всех. То есть, когда вы только лично за счет своего сознания делаете излечение или там восстановление любого, кто, ну, предположим, там встречается на пути или где-то на информации проявляется, тогда возникает задача в определении, ну, как бы длительности лечения. И вот основной задачей в определении длительности лечения, значит, как я сказал, является излечение в любом случае, то есть полное восстановление при любом сочетании событий, да, данного человека. То есть, если он возник у вас, ну, как бы на горизонте, то есть в целях управления, то ваша задача в любом случае восстановить. Пусть это будет дольше, да, например, или это будет быстрее. И вот по длительности здесь возникает тогда задача именно макросозидания. То есть, вот что вам нужно для того, чтобы человек был восстановлен таким образом, что
бы все вокруг также были, ну, предположим, гармонично ориентированы, восстановлены, здоровы и так далее. То есть благоприятность, соотнесенная со всеми. Тогда, ну, во-первых, по возможности надо в восстановлении передавать образовательный элемент, то есть делать так, чтобы восстановление, особенно восстановление, связанное в данном случае не за счет, предположим, там, применения каких-либо препаратных, то есть химических, то, что значит ограниченных средств, да, которые, в общем-то, не развивают сознание, а за счет технологий духовного управления. А духовное управление, как всем понятно, это прямое управление всей реальностью, что в условиях техногенизации развития общества, может, вообще говоря, по даже экстраполяции логической фазы рассуждения, это единственный путь выживания человечества, когда можно управлять от себя и управлять любой конструкцией. Потому что ясно, что техника может быть совершенно разной, и управлять надо тогда совершенно, может быть, и теми техническими устройствами, которые имеют больше быстродействия в принятии решений, то есть более сложными, да, чем, например, может делать мозг человека в единицу времени. Тогда возникает конструкция духовного управления, где скорость все равно выше. Любая воспроизведенная техническая система все равно, в принципе, слабее, нежели структура от создателя, ну, например, человека. Тогда мы имеем принцип, ну, как бы логически, я объяснил, что человек все равно, он сильнее по сути, но здесь надо еще это показать, да. Вы имеете статус управления при, например, даже излечении там не какого-то несложного диагноза, который по возможности надо как можно быстрее передать. Следовательно, сейчас количество сеансов с точки зрения контактности, ну, с людьми определено часто должно быть с точки зрения, значит, дальнейшего познания. Либо вы оставляете литературу, либо вы какие-то методические системы передаете по возможности, ну, там, самостоятельно или через тех учеников, которых вы научили. То есть вот принцип контактности, на мой взгляд, должен быть такой. И тогда вот сам процесс излечения в этом случае все равно должен идти по минимальным меркам, по времени, в любом случае. То есть целью любого излечения является минимизация времени. Следовательно, вот с точки зрения сегодняшней лекции я выявил, ну, достаточно, как бы, небольшое количество конструктивное в виде оптических сфер, которые характеризуют, что есть сфера целеуправления излечения, вторая сфера – это всегда минимальное время, в любом случае, какое бы образование вы не хотели дать, целью надо закладывать именно минимальное время в спасении конкретного там человека или излечении. И параллельно, укладываясь вокруг этого минимального времени, ставить задачи образовательного типа с учетом важности задачи, что именно прямое управление – это и есть принцип реального спасения. Тогда получается всего несколько сфер. Значит, высвечивая определенные сегменты каждой из этих сфер, можно даже сегментарно просто насыщать своим сознанием и смотреть в зависимости от этого сегмента, как светится основная сфера целеуправления. Значит, сделали, предположим, такую засветку, и по центру сферы управления, если это излечение, будет выявляться, ну, как бы радиально, радиус начнет, ну, как вот перископ в подлодке начнет вот вылазить, и там получится, что вы определите тогда, значит, ну, как бы, потом, если дальше пронаблюдать, то может даже быть, ну, своеобразный отрыв следующей сферы, характеристика будущего процесса. Это при прямом управлении, связанном с целевой функцией от вас, да, когда вы работаете больше на идеологии. И вы там увидите, там, например, количество, ну, скажем так, сеансов или количество раз, которые вы должны сделать именно управляющие действия, предположим, по излечению. Это вы можете сделать сразу, во-первых, можете разбить на дни, которые вы рассмотрите. Да? Если вы смотрите в большей степени, ну, как бы наоборот, то есть определяя стратегическое управление, достигая цели, в любом случае, очевидно, в будущем и уже оттуда, определяя названные мной сферы, ну, как бы фонарик, который, да, светит с другой стороны, то там тоже вы можете определить эти же дни, эти же часы. Они могут совпадать с теми, с которыми вы получили управлением, ну, как бы от себя, а могут различаться. Потому что когда вы делаете управление в будущем, вы все равно сокращаете, сразу уже нормируете, путем управляющей основы сразу нормируете. И поэтому управление и из будущего
В текущее обычно меньше по времени. Ну, то есть смотрите как бы с фонариком, который светит с другой стороны, из будущего в данном случае. И тогда вы получаете конкретные сроки и действия, что вам нужно. В момент управления структура реальности меняется, поэтому, сделав одно управление, можно жестко выдержать схему и попасть в систему, когда в этой схеме вы получаете управление именно такого характера, но лучше давать допуск саморазвития системы и ускорять все-таки. То есть на каждой итерации, если вы опять возвращаетесь к этому управлению, то ускорять. По возможности лучше управлять как бы, единым импульсом по макроуровню, то есть можно как бы работать по всем обращениям за раз. То есть вы же можете давать данные и управлять по любому, вообще говоря, количеству обращений. Смысл истинного такого устойчивого развития, когда каждый может делать работу по управлению положительному впереди каждого или как бы за каждого. Тогда системность, она неразрушима. Каждый следующий член увеличивает устойчивость всего общества. И получается, что вот принцип, когда к вам обращаются с разными совершенно диагнозами, и вы управляете, этот принцип часто во многом может выглядеть практически так, что многие из тех, кто обратились, они получили помощь, когда вам не надо отвлекаться как бы частным уровнем за счет сознания и как бы активировать специально. А другой вопрос, что какие-то вещи надо специально разбирать, будут даже, в общем-то, иногда казалось совершенно мелкие, там, касающиеся клеточного состава или одной клетки конкретного, может быть, в текущее время здорового человека. Тогда вы должны это проанализировать и применить обычную управляющую систему. То есть вот в управлении, которое характеризует управление, направленное на большое, скажем так, бесконечное количество людей в условиях бесконечного развития, значит, там все будущие, которые могут обратиться там, к вам, например, и вы должны им оказать помощь, здесь складывается в основном в духовное состояние. И тогда это духовное состояние, оно, например, может, так же, как любое состояние, может быть периодическим, может быть, например, постоянным, и если какое-то время. И самое главное здесь принцип полной свободы воли, как вашей, так и, например, тех, кто вокруг вас. Вот этот принцип, он будет показывать тогда, сколько своеобразных сеансов, что ли, таких духовных состояний надо сделать. Например, в текущее время. Да? Можно это делать, может быть, там не каждый день, а может быть несколько раз в день, то есть, или там за минуту несколько раз. Сейчас по возможности сделайте такой тренинг. Значит, вот есть задачи у всех людей, которые находятся в зале. И те, кто будет смотреть данную, например, запись видео, сделайте управление по оказанию помощи этим людям на уровне духовных состояний. Духовное состояние излечивает, оказывает помощь. Ваше духовное состояние. А я понаблюдаю. В контексте той практики, которую вы сейчас осуществляете, возникают сразу следующие характеристики, которые следует добавить непосредственно в ваше управление. И многие это сразу делают, но это лучше знать на словах. Значит, здесь желательно определить место и время духовного состояния в пространстве информации. То есть, когда к вам обращаются, это пространство информации с точки зрения сознания. И там люди, либо имеющие проблемы, либо больные, либо вообще какие-то катастрофические, предположим, проходят процессы, либо в текущем времени, или они могут быть в будущем. Лучше, чтобы не было, в будущем, как бы не надо допускать фиксации этой информации. И тогда вы должны, во-первых, показать, что помощь вы можете оказать, вы можете даже увидеть, где там, делать инициативное управление. И тогда вы можете где-то в пространстве, даже физическом вокруг вас, а можно работать просто в информативном здесь пространстве, где нет физического пространства. Так же, как вот в одной из моих работ я указывал, что есть, например, перемещение, есть время перемещения. То есть можно ввести время в духовном состоянии,
которое не определено часами, но вы знаете, что это, например, время, да, с точки зрения ассоциативных обобщенных связей, что вот на физическом уровне это бы называлось временем. А значит, с точки зрения пространства информации, это точность события в данном месте, например, пространства информации, где вы точно оказываете помощь. И место. Место может быть физическим, но не всегда. Физическое место, если мы смотрим, например, оптическую модель, то она ограничена в том, что если вы начинаете оказывать помощь здесь, вы очень можете сильно тогда светиться. Возникает реальное физическое сильное свечение, которое означает некий, как бы, в том числе определенный вид, скажем так, энергии, который имеет даже способность там, повышать температуру и так далее, там, локально. Тогда вам нужно оказывать помощь таким образом, чтобы как бы локально не перегружать физическое пространство в пространстве информации. Это пространство близкое к пространству мышления, но это не пространство мышления как таковое. Пространство информации, оно обладает, скажем так, более общими характеристиками и при этом более управляемо душой. Пространство, которое более управляемо душой. Логически это понятно, но здесь существует такой ракурс, что восприятие – это только часть пространства всей информации, и вот все пространство информации, восприятие вы можете назначать. Сказать, что вот восприятие, вот эта сфера, это и есть все пространство информации. Тогда вы можете распаковать, и вы получите одно и то же, то есть идентификацию. Посмотрев отсюда, вы можете увидеть реальное событие в реальном времени сейчас, например. Один из элементов управляющего ясновидения, вот сейчас я показал. Когда вы, например, больше получаете как бы духовное видение, то, что я назвал управляющим ясновидением, то есть в реальном времени знать, что происходит в реальности, то восприятие текущей реальности – это и есть прямое управление за счет напряженности духовного состояния. То есть я вот ввел такую характеристику, как напряженность духовного состояния, но не обозначенные, например, критериально. То есть вы чувствуете и осознаете только напряженность, вызванную конкретной ситуацией. И увеличением напряженности в эту ситуацию, предположим, гасите. При этом ваше духовное состояние не обозначено, например, словесной фазой. Вы, скажем, в этом случае не говорите, какое оно там спокойное, какое оно, например, может быть выражено неким воспоминанием, и это может быть несоотносимо с каким-то действием. Предположим, когда человек выполняет физическую работу тяжелую, он не всегда может одно состояние сравнить с другим состоянием, связанным тоже с физической работой. Физическая работа может быть разная. В данный момент она вроде бы такая же, но время же здесь другое. То же самое напряженность физического состояния, как именно уже потом физического состояния, потому что вы это чувствуете на физике, то есть на клетках. Некоторые клетки начинают работать в более замедленном режиме, как бы. И вот здесь вот с точки зрения саморегенерации важно рассмотреть клетки, которые имеют бесконечный статус архивации информации. Когда вы посмотрите на свою клетку и будете работать через клетку, вы переведете на логическую фазу. То есть клеточная органическая физическая система человека позволяет не держать зоны напряженности, то есть не делать статику общего развития устойчивой системой. Развитие должно быть динамично. А получается, что максимальное проявление динамики развития в человеке, то есть в физическом теле человека. Исходя вот из этой логики, вы можете ее понаблюдать, попрактиковать и убедитесь, что это так и есть. И вот когда вы, например, при данном подходе определяете количество времени, то из сегодняшней лекции, вот там, где я ввел управление через вневременную компоненту, управление может исходить только из цели. То есть время и количество – это событийные структуры. А в данном случае, чтобы достичь управления в любом случае, это вот специальный вид управления, когда вы ставите только цель управления и все. Вне цели управления не существует ни событий и не существует промежуточных действий. Тогда вы точно видите, что управление устойчиво. В принципе, на физическом уровне вы можете возвращаться к нему периодически, или, может быть, это будет действовать только одного раза. Но при этом вы точно знаете, что каждый раз, имеется в виду не временной раз, а каждый духовный раз вы достигаете своей цели. А вот сколько может быть этих раз, и сколько духовных тогда состояний души вы должны
перейти. Это уже есть речь, ну, больше концептуально, речь идет о вашем развитии или о вашем целевом, вот, что является целью управления у вас сейчас, как вы определяете сейчас свое развитие, и это просто состояние развития фактически, где элементом, ну, вашего развития является достижение результата, например, по цели управления, предположим, излечению. Тогда получается, что уже излечив человека, вот один случай такой достаточно, вот он такой сам по себе интересный, информативный, был случай как-то в горах, я вылечил мальчика какой-то, ну, несложной там инфекции кишечной, достаточно давно, в начале 90-х годов. Достаточно быстро я его вылечил, и это все как бы забылось уже в тот же день там родителями и ими, кто там, ну, там меня пригласил, и им самим. А после этого у меня много раз эта ситуация прокручивалась, иногда, ну, я, в общем, достаточно много времени там, так скажем, даже вот несколько минут занимался на протяжении где-то, предположим, истекло 5 лет, я занимался анализом, во-первых, его состояния, то есть я его все равно вел, а вообще говоря, вот вести, кто у вас попадается на лечение, все время, ну, периодически как-то отслеживать, это все равно будет висеть, ну, информация, ну, как бы за вами, то есть окончательного уровня снятия с контроля без привычного развития как такового нет, там возникает принцип, значит, ответственности, ну, как бы в бесконечное будущее, вот так примерно это выражено на уровне вот как бы элементов отдаленного сознания. А в событийном ряде это выражается в том, что вы периодически как бы добавляете систему опять по своим даже прежним задачам, в зависимости от следующего, да, уровня развития. И вот этот, просто посмотрите внимательно этот пример, там, я потом периодически, вот он как бы, ну, что значит возникал, я просто специально выводил этот элемент управления и как бы еще добавлял достаточно долго, еще много лет. Хотя я видел один раз, потом я уехал с этой базы как бы отдыха и больше с ним не встречался, с этим мальчиком. Но потом еще много лет я добавлял как бы элемент управления, ну, где-то вот очень интенсивно, напряжение может быть, если так информативно, где-то лет 7, значит, в действие еще в прошлое. Получается, что на физическом уровне я его излечил, и не было никаких проблем. А реально, вот уже, казалось бы, имея такие нагрузочные задачи там, по макрорегулированию, по диагностике тех же там, ядерных станций, все равно я уделял время, иногда даже и там, больше, чем диагностике, предположим, той же ядерной станции, чтобы довести эту информацию в то время, как бы в ту управляющую систему. Поэтому с точки зрения вот этой, ну, даже вот конкретной практики, которую я сказал, можете ее посмотреть, здесь понятие вот именно количества, оно не определено даже результатом, так скажем. Потому что в том случае результат он был очень быстрый, буквально там какие-то минуты я там просто снял температуру, восстановил вот функции кишечника. В соответствии с этим, я думаю, что важнее здесь все время синхронизировать или все время рассматривать, вот для чего вам нужен разбор той или иной ситуации или добавление в той или иной ситуации какой-либо информации. Сколько раз, да, например. И вообще говоря, какое время. Вот. И поэтому я думаю, что вот, кроме ответа по количеству, который вообще говоря, как я сказал, можно пересчитать, определение цели управления, предложим по макроспасению, говорит о том, что надо, особенно это касается вашей личной практики, возможно, в том числе и возвращаться, еще раз добавлять какой-то управляющий уровень, опять же, как бы в прошлое. И тогда получается, что количество здесь уже зависит от того, когда вы, ну, там, для себя лично или для цели макроспасения ситуацию не дорегулируете. В связи с этим, по возможности, ну, как бы для того, чтобы, значит, выработать определенный механизм, что ли, контроля, да, за развитием таких вот иногда, казалось бы, ситуаций длительных, вы можете сделать своеобразный, ну, как бы, уровень, что ли, перспективного такого вот, как бы, контроля за основными элементами, исходя из сегодняшней лекции, ну, вашей цели управления, взяв совокупный уровень всего управления, ну, который вы как бы на физическом уровне восприняли или сделали там на информативном уровне, вы можете это ну, с
сочетание событий, скажем, в виде определенной формы, там, обобщенной, близко, предположим, к сфере, значит, положить в середине этих двух, как я объяснил, фонариков, да, то есть свечение от вас и к вам, с точки зрения технологии сегодняшней лекции, и посмотреть, включить сюда можно и будущие события, причем все, значит, и посмотреть, что вообще вам, может быть, лучше сделать сейчас, чтобы массу вопросов снять и потом к ним, ну, как бы не возвращаться путем активации там, логической фазы сознания, например. И не обязательно только логической, в том числе и духовной. То есть, ну, как бы оптимизировать управляющую, что ли, ситуацию, связанную с тем, что вы можете всю информацию свою вот так же рассмотреть, ну, как бы в таком логически интерпретированном, что ли, варианте, в оптическом диапазоне, и выявить основные задачи, которые, в принципе, могут быть. И сразу же с ними проработать. Тогда за счет этого вы можете оптимизировать и как бы сэкономить или минимизировать, по крайней мере, количество обращений, которое можно будет потом, ну, направить на какие-то другие, да, дела. То есть, естественно, новые дела, значит, говорят о том, что можно опять сделать такой обобщенный анализ, обобщенное управление применить с выработкой системных, как бы вот, систематизирующих связей. Это вот с точки зрения практики сегодняшней лекции, это, я считаю, полезно так делать. Значит, следующий вопрос. Значит, расскажите, как работать с болезнями глаз. Значит, ну, во-первых, я вот с точки зрения сегодняшней лекции могу ответить конкретно по работе с болезнями глаз следующим образом. С точки зрения событийной оптической картины, которую я сказал, с точки зрения работы от вас и к вам при оптическом свечении, можно выработать два центра управления, соотносимых с каждым глазом. И задачей тогда управления является синхронизация событий этих двух центров в одном, как бы, общем центре. То есть, ну, например, перед собой вот по этой задаче я ставлю, значит, сферу левый глаз ближе ко мне, правый дальше. Сфера, там, например, радиусом по 15 сантиметров. Две сферы, расстояние между ними 50 сантиметров. И мне нужно, чтобы событие двух сфер, что может быть для глаза событием, да, восприятие, например, изображения, одного и того же изображения. Я ставлю задачу, вот, видеокамера, ставлю модельную задачу, что оба глаза должны одновременно видеть один и тот же сегмент видеокамеры. И смотрю управляющую конструкцию от этих глаз, которая проецируется, ну, уже ближе к полу, если это горизонтальный уровень, да, на расстоянии там 50 сантиметров от пола, точка управления двумя этими процессами. И я всего лишь навсего ее либо активирую, как бы вытягиваю ниже, или же там регулирую по горизонтали, нахожу положение, оно в принципе сразу видно. Вопрос нахождения это в том, чтобы не форсировать, не делать управление дискретным. То есть не увеличивать, ну, как бы ударные волны реальности, а продвинуть спокойно, без сопротивления этого управления. Я сделал это управление, и начинается свечение, то есть оптическое свечение двух сфер, которые соотносимы с глазами. Я как бы опять, ну, предположим, за счет там своего ясновидения, можно это сделать духовным сканированием, проверяю, действительно ли глаза видят один и тот же элемент видеокамеры, например, возле объектива, и тогда, как только я это диагностирую, вижу соответствующее свечение, я говорю, что я сделал элемент управления по лечению болезней глаз. Значит, в данном случае логический статус в том, что синхронизация логически заложена в управлении от глаз, то есть глаза могут синхронно двигаться и видеть один и тот же объект. Да, я взял один элемент синхронизации, одно и то же изображение. И второе, ввел управляющую систему, которая действует одновременно, то есть берет на себя функцию управления по основному статусу глаз одновременного действия, как любой параллельный орган. Также можно лечить любой параллельный орган, ну, например, там почки и так далее, или, например, руки или пальцы. Да? Любые параллельные системы иногда проще лечить за счет одной точки управления двумя этими системами. И когда вы, значит, сделали такое управление, то вы получили соответствующий вот уровень, во-первых, устойчивости плюс восстановления. При этом вы можете сканировать каждый конкретный глаз, например, левый, там, смотреть, например, капиллярную систему, клеточную, смотреть там взаимодействие с мозгом, смотреть быстроту передачи сигналов и по каждому элементу делать
значит, глаза к мозгу, причем это конкретно уровень нейронных связей, можно смотреть, где вот нейрон пережат. Просто это сразу видно в пространстве перед вами. То есть при таком подходе перед вами раскрывается в том числе механический уровень, можете вплоть до атомарного уровня войти в информацию и проанализировать, что вообще происходит реально. Тогда вы можете восстановить не путем там, работы с левым глазом, а всего лишь навсего опираясь на управляющую точку, о которой я сказал, общую управляющую точку, которая соотносится, вообще говоря, с правым, ну, например, с тем глазом, где эта связь нормальная, то вы всего лишь навсего, как скажем, зафиксировав нормальную связь и имея концентрацию от духовного сознания, обратите внимание, духовное сознание, вы получаете норму здесь, там, где сигнал замедлен. То есть вы ничего не делаете, кроме того, что вы используете как бы работающий механизм другого глаза. И поэтому вот этот уровень, ну, сопоставимости, он работает так. Вам все равно где-то надо брать информацию. Чтобы взять информацию о функции глаза, вы можете войти, конечно, просто информацию как бы существует сама по себе, понятно, но можно сразу, это другой принцип управления, который не связан с системой, в данном случае, как бы вот светящихся друг навстречу другу фонариков. В данной системе вы можете сделать анализ, то есть разбор. Это вот я специально описываю разбор. Конечно, можно просто сделать управляющий импульс и получить, да, например, то же самое. Но чтобы брать информацию, можно просмотреть все функции организма и выявить ну, как бы единственную связь. Для этого вам придется сделать множество итераций. Но если знать, что значит, синхронные системы позволяют как бы самовосстанавливаться на условиях существования параллельно здорового органа, то это просто упрощает управление и дополнительно добавляет еще один из методов, так скажем. То есть, если метод расширить, то получается, имея всего 2 клетки, вы можете собрать весь организм. Значит, потому что они саморазвиваются, управляющие системы, и вы поэтому можете собрать с точки зрения устройства информации. И вот с этой точки зрения в одну из лекций я задал вопрос вот, по устройству мира в отношении мужчины и женщины. Вот как бы рассмотрите этот вопрос таким образом. Как сделать бесконечное развитие, если есть, например, ну, как бы стартовая позиция в информации, что 2 объекта создают вечную и бесконечную реальность. Естественно, можно войти глубже и посмотреть, как из одного объекта, да, тогда мы вернемся к тому, кто создал этот объект, то есть к создателю. Значит, следующий вопрос такой, как работать с опущенными органами. Но дело в том, что физиологически, скажем, опущенные органы или информативно, которые могут иметь не тот физиологический статус в будущем, эти органы, с точки зрения вот системы, которую я сегодня сказал, они в большей степени, значит, восстанавливаемы как бы таким образом, что если вы имеете, вот, например, ну, там, целостность, да, с точки зрения целостности как организма, то понятие опущения или там некая ненормированность, да, в данном случае физическое опущение, если речь идет именно о опущении в сторону, предположим, вниз по вертикали, можно рассматривать как бы характеристику, которая отлична от нормы тем, что, во-первых, если рассмотреть опять вертикальную систему, которую я сегодня сказал, как бы вертикальную плоскость, то, значит, вот эта вертикальная плоскость, характеризующая определенную проблему, может быть реструктуризирована путем импульсных вот таких как бы своеобразных лучевых связей. То есть вы просто над физическим уровнем опущенных органов, ну, во-первых, лучше делать действия следующие по элементам тех же 2 областей управления. То, что идет от вас, это весь нормальный организм, информативно нормальный. То есть имеется в виду в данном случае, что канонического уровня у вас нет как такового в плане, вот как, например, для 2 глаз. Да? Значит, просто вы смотрите с точки зрения информативной канонической системы, это может быть атлас человека или просто информация о здоровье человека.
это сфера человека, а с другой стороны информация, ну, которая характеризует вот орган как бы опущенный, да, или опущенные органы. Значит, тоже некая сфера. В первом случае это, ну, своеобразный как бы полупрозрачный человек, в другом случае это сферка, характеризующая норму и отличие. Вы просто-навсего берете из той сферы, изымаете структуру отличия, это делается механически, то есть из сферы изымается информация, соответствующая отличию, выводится в эту вертикальную плоскость и на большом удалении как бы ставится от событийного уровня нормы. Сфера вводится внутрь этого человека и всего лишь навсего заполняет его внутри. Вот и все. Единственный вариант ввести эту сферу, это можно ввести, например, ну, найдя в позвоночнике, в районе позвоночника точки входа, предположим, это поясничный отдел физический. То есть главное найти, как в данном случае это конкретно вход, если речь идет о несоответствии физическим параметрам, там по геометрии места расположения, вход этой сферы именно со стороны поясничного отдела позвоночника. Если вы хотите восстанавливать, например, ну, психологический, да, статус личности, то можно строить такую же сферу, только в IT можно эту сферу ввести, уже нормы, ввести со стороны, ну, как бы затылочной части головы, именно со стороны как сзади от там черепа, там где вот именно затылок, ну, как, там где находится мозжечок, вот со стороны мозжечка, ввести эту сферу, и тогда вы имеете нормированный психологический статус. Вот с точки зрения психологии управления, так скажем, да, психологии межличностных отношений, управление должно быть таким, чтобы человек, по отношению к которому совершается управление, был согласен. То есть, если вот даже кто-то, например, просит там сделать управление за кого-то, а тот не знает, надо найти уровень входа, который человек принимает, то есть он согласен. Поэтому точки, которые я вот описал, это точки, значит, ну, которые, значит, для системы там нормального развития человека, они достаточно универсальные. То есть сказать, что через эти точки для этой цели человек будет не согласен, но в данном случае, значит, кроме работы с опущенными органами, я почему ввел параметр как бы нормализации психологического статуса, потому что любое ненормирование изменяет психологический контекст развития личности, особенно если они геометрически сдвинуты, да, органы, пусть даже внутри. Поэтому как бы второй элемент управления – это вот система контроля за периферическими событиями после излечения. И когда вы, например, делаете управление, то можно не обязательно там входить по целевым обозначенным вот уровням универсальным, да, например, хотя ими можно всегда пользоваться. Другой вопрос, что можно просто поводить этой сферы вокруг, просмотреть статус согласия человека и потом уже передать. Да? Это может быть любая точка входа по отношению к человеку. Поэтому, значит, можно делать восстановление по просьбе кого-то или вообще без всяких просьб, если вы сами считаете нужным, можно восстанавливать кого угодно, потому что есть общий статус общества созидательного развития, и вы вправе принимать здесь решения по любому контексту именно восстановления созидательного. Поэтому главное здесь определить, как сделать, чтобы на том уровне, на уровне информации было согласие того, кого восстанавливать. А сделать это можно всегда, причем часто за достаточно короткое время, исходя из идеологии вот именно от создателя, вечного создательного развития, пути входа для восстановления всегда открыт. То есть там особых проблем, как правило, не бывает, даже в случаях, если человека как бы на физическом уровне ну, где-то проявляется, может быть, не так. То есть, предположим, человек не считает, что надо восстанавливать, а при этом вот кто-то за него или просит, или вы считаете, тогда у этого человека все равно есть открытые системы. Потому что, в принципе, само устройство человека, оно таково, что он и настроен на развитие. От создателя он именно и настроен на жизнь, причем на жизнь вечную по существу. Поэтому, очевидно, входы для восстановления, чьи бы то ни было входы, они всегда открыты. И поэтому, когда часто, вот, например, ведет восстановление одного человека, ну, там, многими, ну, там, например, сеансами, многими, кто занимается духовными практиками управления, то это всегда даже лучше, потому что
как правило, пересечение, потому что система идентификации личности, даже нахождение в разном месте, это уже другой канал входа. Но чем больше созидательных элементов прилагается, тем лучше. Поэтому, когда, например, возникают вопросы, связанные с тем, что если где-то происходит лечение, например, там сенсорное, духовное лечение, можно ли что-то еще прилагать? Ну, как правило, даже желание помощи приводит к позитивному уровню, а тем более технологичный уровень, как правило, это всегда можно делать. И вообще в концепции вечного развития это всеобщая помощь каждого и каждому, то есть всех каждому, это все равно один из элементов устойчивого развития. Поэтому говорить, что, предположим, вот в чем-то кого-то, может быть, надо ограничивать, я думаю, это нецелесообразно. В данном случае, значит, вопрос касается лечения позвоночника. Еще один вопрос. И я думаю, что здесь, значит, для ответа на этот вопрос я просто предлагаю провести своеобразную практику, связанную с тем, что когда вы, например, начнете применять технологии сегодняшней лекции, в общем-то, просто прослушанную, да, скажем, когда вы не читали, там, не прослушивали, технология вот, восстановления позвоночника, она должна быть точно такая же, как если бы вы прочли уже или прослушали эту лекцию. То есть вот есть конкретная цель, что есть просьба научить лечить позвоночник. И в связи с этим вы должны провести управление сейчас при мне и научить. При этом научить значит вылечить, получается. Когда вы провели это управление, сделайте это вот сейчас, там, например, там, за какие-то миллисекунды. Быстро надо вот сделать, прямо передо мной вот в пространстве на расстоянии 1,5 метра. Например, в сфере радиусом 10 сантиметров, в небольшой сфере. Ввели систему сознания и сделали там определенным, каждый по-своему. Когда вы прослушаете лекцию или потом добавите лекцию, управление не должно отличаться. То есть эффективность управления не должна быть ниже. По возможности проконтролируйте развитие духовной составляющей в вашем элементе доступа при условии, что здесь не должно быть управление ниже по скорости и не должно отличаться. Вот, и поэтому в качестве самостоятельной работы вы проделаете такое управление. И вот важный вопрос, то что вот произошла катастрофа там по уровню теракта, это в Нью-Йорке, по небоскребам. Проведите управление сейчас такого плана, чтобы общество созревало к принятию технологии духовного управления, чтобы оно принимало и предварительно ставило там своеобразные датчики или ориентировало людей на такое управление, чтобы катастрофа вообще не происходила. Первый элемент. И второй, параллельный элемент, иногда это основной с точки зрения лечения и восстановления тех людей, кто попал в катастрофу. Это прямая помощь за счет сегодняшней лекции. В любом случае, прямая адекватная реакция – это первичное действие, но обязательно надо добавлять всегда в информацию, исходя из практики существующей реальности, что надо бы, чтобы люди понимали, что технологии прямого духовного управления по возможности надо внедрять везде. Тогда такие вещи, как пролет самолета, совершенно неконтролируемо и без каких-либо остановок на территории Нью-Йорка, и потом эти еще самолеты попали в небоскребы, такие вещи при корректном и многоуровневом духовном управлении они уже могут не проходить. То есть цель любого системного развития все-таки является не допускать даже катастрофы локального плана. По возможности поработайте, кроме того, что в основном цель, например, первой части лекции предотвращение возможных макрокатастроф, еще проработать систему, когда не допускаются любые локальные катастрофы на основе сегодняшнего тренинга, например, 2 оптических систем. И посмотреть, что, и вообще не посмотреть просто, так скажем, а реально осуществить помощь текущую, например, в той ситуации, которая сейчас произошла в Нью-Йорке. На этом я лекцию сегодня заканчиваю. Спасибо за внимание.